Вообще, американский этериал — это нереально обширная тема, влезать в которую мне иногда даже страшно. Эта сцена развивалась там настолько же стремительно, как и у себя на родине в Великобритании. И, честно сказать, плоды этого развития зачастую приходится выковыривать по крупицам. Все-таки эта музыка никогда не была какой-то уж прям супер популярной. Но все-таки она мне очень близка, и моим самым любимым явлением американского этериала до сих пор остается вашингтонский лейбл под названием Bedazzled. Один из его резидентов спустя много лет даже назвал его местным 4AD, и в какой-то степени это правда. Bedazzled был очень маленьким лейблом, основной движущей силой которого являлась невероятная дружба между его артистами, очень похожа на ранний 4AD. Многие из них до сих пор поддерживают связь друг с другом, даже несмотря на то, что лейбла, который их связал, уже давно не существует. Конечно, Bedazzled был гораздо более локальным явлением, и на самом деле он никогда и не претендовал на масштабность. Тем не менее, он все равно остается, как это сейчас модно говорить у молодежи, hidden gem'ом для всего жанра в целом. Ну, как по мне. Я уже достаточно долгое время интересуюсь дрим-попом, шудейзом, этериалом и прочими родственными терминами. И конкретно на Bedazzled я наткнулся совершенно случайно. И эта музыка настолько глубоко поселилась внутри меня, что я посчитал своим долгом кому-нибудь о ней рассказать. Информация как о лейбле, так и об отдельных его артистах достаточно сильно разбросана по всему интернету, и в этом видео я постарался с горем пополам собрать ее в одну кучу. Конечно, далеко не все подробности будут раскрыты здесь в полной мере, но основную историю все же постараюсь передать. Ну и если это видео все-таки доберется до заинтересованной аудитории, или может быть даже до самих артистов, заранее предупрежу, что какой-то процент бреда в нем все же может присутствовать. За исправлением сего приглашаю в комментарии. История начинается в Вашингтоне, где, как и, наверное, везде в то время, существовала своя панк-сцена. В частности, нас интересует ее хардкор-ответвление, так называемый DC-хардкор. Из него вышло много артистов, значимых не только для локальной сцены, но и для всего жанра в принципе. Например, Fugazi и Minor Threat. Тем не менее, сейчас речь пойдет о гораздо более мелком коллективе. В 1983 году барабанщик Дэниэль Инграм и вокалистка Моника Ричардс собирают группу Madhouse. Позже к ним присоединились басист Франц Келнер и гитарист Фред Смит, который до этого играл в группе Beefeater. Где-то к 1986 году Madhouse были группой, которая не вписывалась ни в один жанр того времени. Странная смесь металла, панка, дарк-рока, оперы, регги, чего угодно, что могло взбрести нам в головы. Нечто театрально-причудливое, меняющееся с каждой новой песней. Увы, так как мы метались из стороны в сторону, у нас не было собственного стиля. В тот год я потеряла голос, и спустя месяцы лечения и тренировок я уже вовсе играла со своим новым вокалом, поднимая и опуская его на целые октавы. А на сцене я носила разные костюмы и маски. Думаю, тогда мы совершенно точно делали все возможное, чтобы вырасти из панка, но не знали, куда именно расти. Разочарованный Франц покинул группу, а затем мы взяли перерыв, вспоминает Моника. На самом деле, релизы Madhouse, по крайней мере те, что задокументировано в интернете, звучат как абсолютно обычный, я бы даже сказал, generic панк. Но что реально отличает эту музыку, так это вокал Моники. Она очень хорошо им владеет, и его присутствие в песнях дает им некий готический окрас. Очень скоро группа действительно начала отходить от панка, в сторону этериала. Моника и Фред в то время работали в музыкальном магазине в Джорджтауне, где их кругозору открывалось все больше и больше на тот момент свежих и модных английских коллективов. Особенно их заинтересовали Zymox и Cocteau Twins. После того, как я услышал Persephone, мой музыкальный вкус совершил резкий поворот в сторону всего темного и этериального, вспоминает Фред. С тех пор Фред начинает угорать по гитарным педалькам, а группа Madhouse вообще продает свое название какому-то джазовому ансамблю. И примерно с этого момента коллектив из Моники, Фреда, Дэнни и пришедшего к ним в 1988 году басиста Стива Уиллета начинает называться Strange Boutique.
в честь одноименного альбома группы The Monochrome Set. Они договорились записать пластинку в течение года, и в 1989 году их первая EP действительно была готова. У группы был свой собственный стиль: вьющаяся воздушная гитара, этериальный вокал и пульсирующая ритм-секция. Сласть для ушей. Цитата с официального сайта группы. По звучанию Strange Boutique уже никак нельзя сравнить с Madhouse. Это уже гораздо более мелодичная и красивая музыка. Очень хочется назвать их звук готическим, но, как мне кажется, он выходит далеко за пределы этого понятия. Есть здесь и нотки этериала, и готики, и панка. Короче, это очень гармоничная смесь той музыки, под влиянием которой находились участники группы в то время. Ну и, конечно же, бутики не были бы бутиками, если бы не вокал Моники. Он реально западает в душу. Как вспоминает Стив, Easter Island изначально планировался как независимый DIY-релиз, что было вполне характерно для тогдашней вашингтонской сцены. Тем не менее, под эту пластинку группа организовала отдельный лейбл — Bedazzled. Назван он был в честь одноименного фильма Стэнли Донана 1967 года. Логотип же был придуман Моникой, которая впоследствии, кстати, рисовала еще и обложки для альбомов. Bedazzled на этом этапе не воспринимался группой как что-то полноценное или серьезное, считай просто надпись на пластинке. Тем не менее, после первого же релиза они начинают успешно давать концерты. Этой ночью Strange Boutique захватили зрительские взоры, демонстрируя таланты и страсть к британской темной психоделике. Моника Ричардс, топчущая и скачущая по сцене, звучала как Кейт Буш, только жестче, в то время как группа строила за ее спиной огромные стены из мелодий. The Washington Post, 1991 год. Их лайвы очень хорошо принимались публикой, причем не только на родине. На заре своего существования Strange Boutique даже успели съездить в UK вместе с весьма почетной на тот момент группой Killing Joke. Последние даже просили у них умолчать о своем происхождении во время выступления, чтобы их прямо на сцене не растоптали в мясо злые английские панки. А еще Strange Boutique играли на разогревах у Lush, Zymox и Public Image Limited. Но все-таки чаще всего им приходилось играть на родине, в местах поменьше. Концерты они давали не особо часто, но все они были мощными, с декорациями, дымом и прочими развлекухами. К этому моменту у Strange Boutique уже была своя какая-никакая фан-база. Ближе к 90-му году ребята начинают готовить первый полноценный студийный альбом, и в 91-м году он действительно выходит. Называется он The Loved One. Этот альбом для меня стал первой точкой знакомства как с бутиками, так и с Bedazzled в целом. И я сейчас скажу, наверное, шокирующую вещь, но это первый альбом в моей жизни, в котором мне нравятся абсолютно все треки. Ну, кроме, наверное, Black Sun, но тем не менее. Вокал Моники здесь звучит гораздо нежнее, и она начинает брать им гораздо выше. И если сравнивать с Easter Island, то The Loved One — это уже гораздо более грандиозная работа, с очень многослойным продакшеном, с кучей бэк-дорожек, разных эффектов и так далее. Ну, не мудрено, все-таки группа дорвалась до полноценной студии. И все это сливается в одну такую волнительную звуковую картину. Особенно я бы выделил треки Happy Death и The Mile. Они максимально точно олицетворяют суть группы и ее звучание. Сумасшедшая мелодика и эмоциональность. Cause they fall
По поводу своей жанровой принадлежности Strange Boutique достаточно интересно высказались в интервью зину Prayers to a Broken Stone, которая появилась там спустя какое-то время после выхода альбома. Мне кажется, что мы привлекаем готов потому, что наша музыка создает весьма грустную и мрачную атмосферу. Конечно, каждый артист надеется, что его никогда не попросят как-то классифицировать его музыку, но если бы мне пришлось это сделать, я бы сказал, что мы играем ритмичный поп, говорит Стив Уиллет. Из этого интервью также можно узнать много интересного как про саму группу, так и про источники ее вдохновения, как в плане лирики, так и в плане музыки. Но это так, к слову. После выхода альбома из группы ушел барабанщик Дэниэль Инграм и сразу же поехал в тур с английскими альтернативщиками Swervedriver. Его место занял Рэнд Блэквелл. Группа продолжила давать концерты, а в 1992 году выпустила сингл In a Heaven. Через 3 месяца, в 1993, выходит их следующий полноценный альбом — Charm. Я бы не сказал, что в свое время этот альбом впечатлил меня так же, как The Loved One. Он куда более спокоен, но из-за этого не теряет в красоте, и большая часть треков из него мне все равно запомнилась. Музыка бутиков здесь все дальше отходит от ярлыка готики и звучит менее студийно, но наиболее приближена к их лайв-звучанию. Это как раз то, чего и хотела добиться группа. Трудно выделить какие-то конкретные треки из этого альбома, но своими персональными фаворитами я бы назвал Ears to the Ground, Hills Like White Elephants и Solar Friend. Тем не менее, 1993 год стал роковым для Strange Boutique. В ноябре группа дала прощальный концерт в Вашингтоне и записала все то, чего еще не успела записать. Так получился их последний альбом The Kindest Worlds. Помимо новых треков он содержал в себе их первую эпишку целиком, кавер на Cure и буклет со следующим содержанием. Запись этих песен обозначила конец невообразимого для нас года. Смерть отца, 2 развода и переезд половины группы на запад. Разумеется, этот альбом — призрак тех вещей, которые мы бы хотели оставить в прошлом, и, по иронии судьбы, то единственные вещи, кормившие и, конечно же, поедавшие нас на протяжении многих часов и миль, тоже пора идти спать. В нашем бутике нет будильника. Мы либо проснемся, либо продолжим спать дальше. Это вынуждает меня использовать этот лист как одновременно прощальное и благодарственное письмо всем, кто был с нами. Все мы понимаем, о ком идет речь. Со слезой на одном глазу и с проблеском надежды в другом — Стив. Альбом вышел в 1994 году, после чего группа распалась. Моника Ричардс переехала в Лос-Анджелес, где вместе с Уильямом Фейтом они образовали уже гораздо более готический дуэт Fate and the Muse. Фред Смит тоже переехал в Лос-Анджелес и сфокусировался скорее на сольном творчестве. Однако, забегая сильно вперед, а именно в 2017 год, Фред был зарезан неизвестным. Ему было 55 лет. Стив Уиллет же остался в Вашингтоне, где продолжил работу над Bedazzled. Дело в том, что Strange Boutique за несколько лет туров и концертов успели познакомиться с кучей таких же локальных групп, с которыми они играли вместе в разных городах и штатах. Все эти ребята впоследствии сформировали каталог лейбла. Ни один человек из семьи Bedazzled, и да, мы всегда называли себя семьей,
не был просто подписанным на лейбл артистом. Все они становились нашими друзьями, разделявшими с нами опыт, хорошие и плохие времена, вспоминает Роберт Уайетт. Если что, Роберт Уайетт — это человек, который стал партнером Стива по делам лейбла после распада Strange Boutique. Конечно, это далеко не первый случай в истории, когда какой-либо бизнес, особенно музыкальный, ведется именно так. Самый очевидный пример — это 4AD. Но в данном случае я бы сказал, что Strange Boutique с их музыкальным вкусом и творческим видением в целом задали достаточно высокую планку для всех последующих артистов. Все они были чем-то похожи друг на друга, и с самого начала жизни лейбла между релизами практически не терялась некая эмоциональная связь, а такое случается нечасто. И с этого момента я начну рассказывать об артистах в порядке их появления на лейбле. О каких-то группах будет сказано больше, а о каких-то меньше. Но в целом я постараюсь охватить как можно больше значимой информации о них. Первым коллективом на Bedazzled помимо Strange Boutique стала группа Buzzfish из города Таллахасси, штат Флорида. В ее состав входили вокалист и гитарист Луис Ариос, барабанщик Брайан Гиблет, басист Патрик Миллер, еще один гитарист Уэйд Смит и альтистка и вокалистка Эшли Гратия. Впрочем, это уже избыточная информация, учитывая, что группа испарилась после первого же релиза. Ее первая пластинка «Ментол» была выпущена в 1992 году тиражом в 1000 штук. Если использовать все умные слова, которые я знаю, я бы сказал, что эта группа играет гранжево-манчестерский поп в стиле 4AD. Какого хера они забыли во Флориде, не знаю, но в Флориде от этого только лучше. Вообще, мне нравится этот сингл. Не то чтобы он крутой, но тем не менее достаточно хороший. Учитывая небольшой опыт группы, Bedazzled для них это прямо-таки major label. Вот что написано о Buzzfish в том же самом выпуске журнала Prayers to a Broken Stone, о котором я говорил ранее. Там же упомянут еще один релиз группы, который до наших времен, к сожалению, не дожил. Это кассета Gritty Kitty, которую они распространяли по почте. Что касается самой музыки, помимо очевидного и вопиющего гранжа, в ней также прослеживаются и нотки шудейза, что ли. Больше всего меланхолии и мелодичности заключено в заглавном треке пластинки. В остальном же классическая история про мелкую локальную группу, которая канула в небытие, не успев даже толком начать. Хотелось бы услышать больше их материала, но, увы. Сиддл. Это моя самая любимая группа на лейбле, которая по совместительству была и главным любимчиком самих Strange Boutique. Это группа из города Портсмут, штат Вирджиния. В нее входили Элейн Винтерс, которая сочиняла, пела и играла на клавишных, и Ричард Бринкли, который писал инструменталы и носил смешную кожанку и кандибобер. Элейн же появлялась на концертах исключительно в ангельских крыльях. Наверное, это именно то, что меня привлекло. Крылья, вьющиеся элегантными перьями, разлетающимися в разные стороны. Крылья, закрепленные на спине девушки, которой хватило смелости выступать в образе ангела. Я сразу же был заинтригован. Гласит дожившая до наших дней фан-страница группы, расположенная на сайте obscure.org. Элейн с ее чарующе аккуратным, но убедительным голосом была чем-то вроде воплощения надежды для меня. Бесспорно, будучи таким же человеком, как и мы все, она все равно распустит крылья и пронесет свои песни через комнаты, наполненные дымом и хрупкой, неуверенной публикой. Я восхищен ее свободным духом. Ричард же, вторая половина Сиддл, по моим наблюдениям никогда не пытался выйти на первый план, но, кажется, он был доволен тем, что оставался в тени. Из-за этого мне особо нечего о нем сказать, кроме того, что я рад, что он здесь.
Strange Boutique познакомились с Сиддл в Ричмонде, и они сразу же друг другу понравились. Изначально в группу также входили барабанщик и басист, и более того, басист появился в составе группы даже раньше, чем Элейн. Тем не менее, после первого же своего релиза группа сузилась до дуэта, и этим релизом стала пластинка Frozen Garden, вышедшая на Bedazzled в 1992 году. На самом деле я долго думал, как описать звучание Сиддл, и в итоге пришел к тому, что их песни звучат как колыбельные. Простые, но очень мелодичные инструменталы Ричарда вместе с нежным голосом Элейн создают атмосферу, которую мне словами описать достаточно трудно. Ну, а если говорить проще, то это очень светлая и поэтичная смесь готики и этериала. Кстати говоря, заглавный трек пластинки, несмотря на всю его готическую загадочность, по словам Элейн, посвящен ее бабушке. Мне кажется, что эта деталь прям показывает всю суть Сиддл. What was that last song about? Frozen Garden? Yes. It's about my grandmother. Of And course. about how she's been planting gardens since she was in her 20s, and now she's like 60 or 70, and she still does it every single year, and I'm just amazed. I mean, it's just this huge bunch of fruit and vegetables that comes at us every August. It's really fun. Yeah. В 1993 году выходит их следующий сингл, который называется Ghost. С этого момента группа фактически становится дуэтом, и ее звучание заметно упрощается. В основном из-за того, что живые барабаны сменяются на драм-машину, но при этом общей атмосфере треков, как по мне, это только идет на пользу. Несмотря на свою простоту, эта музыка все еще трогает и погружает в себя, и, например, заглавный трек Ghost для меня является одним из самых любимых не только в репертуаре Сиддл, но и в целом. Вот он уже, кстати, на 100% звучит как колыбельная, хоть и с достаточно криповым сюжетом про мертвую сестру. Следующим же релизом группы стал их первый полноформатный альбом, вышедший в 1995 году. Называется он The Pedestal. Этот альбом впервые познакомил меня с творчеством Сиддл, и он меня сразу же, мягко скажем, зацепил. Настолько мелодичной, холодной и эмоциональной музыки я до этого не слышал ни разу. Трудно сказать, какие именно треки отсюда мне нравятся больше всего, но я бы сказал, что самое большое впечатление на меня произвел Circus Fire. Наверное, чисто из-за того, что я услышал его первым. В остальном The Pedestal, скажем так, закрепил фирменный звук Сиддл и даже был переиздан в Германии на лейбле Elves Recordings в 1995 году. Переиздание включает в себя 2 бонусных трека и многостраничный буклет с текстами песен. В 1996 году у группы выходит следующий альбом The Crossing. Этот альбом я для себя сравниваю с The Loved One от Strange Boutique, потому что для меня в нем точно так же нет ни одного слабого трека.
Я даже не преувеличу, если скажу, что это один из лучших альбомов в моей жизни в принципе. Но если бы у меня попросили выделить какой-то конкретный трек отсюда, то я бы сказал, что это Oil Spills. Crossing звучит уже гораздо более драматично и тепло, чем Pedestal. Сиддл будто бы еще сильнее открылись в плане выражаемых ими эмоций, хотя в плане звучания и продакшена альбом каких-то коренных изменений не претерпел. Разве что стоит отметить трека Second Migration, такой реворк оригинального Migration с их первой пластинки. В нем внезапно появились прямая бочка и сэмплирование. И эту тему с электроникой Сиддл продолжит в их следующем релизе, а именно в эпишке Mystery and the Sea, которая вышла в 1996 году. Здесь группа уже активно заигрывает с электронными аранжировками и в целом с более альтернативным звучанием. Последний трек на диске, The Last Asphodel, был записан совместно с группой Under Flowers, о которой сегодня тоже будет рассказано. В плане подбора инструментов звучит он не совсем характерно для Сиддлов, но видеть его здесь все равно приятно. О последнем релизе группы я расскажу ближе к концу видео. Собственно, что же случилось с Сиддл после последнего их релиза? До какого-то момента группа продолжала давать концерты, светиться на компиляциях и корешиться с местными готами. В 2000 году Ричард и Элейн приняли участие в записи альбома Where Shadows Lie готического коллектива Белла Морта из города Шарлоттсвилл. Ричард в кредитах указан как инженер, а Элейн стояла на бэк-вокале в 2 треках. Звучит она там, к слову, достаточно гармонично. Затем, в 2001 году, Сиддл попали на компиляцию, которая называется Dark Assembly Volume 1, а Virginia God / Industrial Compilation. Диск был выпущен готическо-индустриальным же сообществом Norva God, то есть Norfolk Virginia God. Распространялся он очень маленькими тиражами в клубах, из-за чего его рипов в свободном доступе попросту нет. Тем не менее, мне удалось связаться с, походу, единственным обладателем и по совместительству контрибьютором этой компиляции на Discogs. Кангал, спасибо тебе большое за рип. Трек называется A Safer Heaven. К сожалению, из-за особенностей подвальной нарезки CD-шек в начале 2000-х, все треки в этой компиляции звучат так, будто бы их пропустили через 10 лимитеров. По словам Кангала, это не проблема его рипа, а именно самого диска. Но все-таки красоту и нежность Сиддл трудно скрыть под хитовым мастерингом. В плане звучания трек очень напоминает то, что мы ранее слышали в эпишке Mystery and the Sea, разве что из-за дефектов производства он воспринимается достаточно жестким. Последнее же задокументированное интернетом появление группы случилось на сборнике Half Gifts, A Tribute to the Cocteau Twins, который был выпущен коктовским же фэнзином Dewdrops.
Здесь засветились и другие резиденты Bedazzled, но конкретно Сиддл здесь исполняют трек Watchla. Вплоть до 2003 года на сайте Сиддл появлялись обновления касательно их деятельности. И если их изучить, можно даже подумать, что сама судьба всячески не давала группе выпускать новые треки. Если вкратце, Сиддл создали страничку на mp3.com, куда пообещали выложить целых 6 новых треков. И даже собирались принять участие в компиляции на, видимо, очень локальном лейбле Little Mercy Recordings. Тем не менее, на mp3.com они успели выложить лишь 3 уже выпущенных ранее песни, а лейбл Little Mercy вообще испарился. Деятельность группы также замедлялась в связи с тем, что у Ричарда и Элейн появился второй ребенок, а их дом нуждался в ремонте. Последнее обновление сайта произошло под конец 2003-го. Сиддл анонсировали свое выступление на реюнионе Strange Boutique. После этого сайт не обновлялся. Стив Уиллет, с которым мне как-то удалось списаться по почте, рассказал, что Элейн и Ричард никуда не пропадали. На момент написания письма они общались и иногда даже виделись. Более того, они до сих пор играют. Где именно и что именно, не особо ясно, но, по крайней мере, союз между участниками группы до сих пор существует. Подводя итоги, для себя лично музыку Сиддл я считаю идеальной. Свое первое знакомство с ними я могу назвать прям любовью с первого взгляда, вернее, с первого прослушивания. Просто так получилось, что среди всех этериальных коллективов именно они писали то, что трогает меня больше всего. Я так и не смог найти похожую группу, хотя не исключаю, что она есть, и даже не одна. А альбом The Crossing так вообще стал для меня откровением. Я даже и предположить не мог, что настолько красивая музыка существует в природе. В общем, я бы хотел пожелать Ричарду и Элейн лишь всего самого наилучшего. Их относительно скромная дискография обладает несоизмеримо огромной душой и, как по мне, заслуживает гораздо большего внимания. Вайола Пикок – группа из города Энн-Арбор, штат Мичиган, которая состояла из барабанщика Дома Нарделлы, басиста Марка Смита и вокалиста плюс гитариста Майкла Лонкара. Со Strange Boutique они познакомились в Янгстауне, штат Огайо, а на лейбл пришли в 1993 году. Первым их релизом стал сингл «Экоплексия» / «Мадам Сайко». Не могу ничего сказать про эту пластинку, кроме того, что она звучит как такое классическое шугейзное инди, если это можно так назвать. Прям собирательный образ. На постоянку я бы такое слушать не смог. Абсолютно то же самое я могу сказать и о 2 последующих релизах группы. Через год выходит их полноформатный альбом This Way to the Alley Where They Eat Your Heart, в котором мне нравится только длина названия и трек Giving My Head to Her. А в 1996 выходит их последний альбом The Hangman's Beautiful Daughter. Назван он был в честь альбома группы The Incredible String Band. И звучит он гораздо бодрее предыдущего, и в какой-то степени он мне даже нравится. Нет в нем такого уныния, как This Way to the Alley. И каким-то супер выдающимся я бы его тоже не назвал. Затем группа на какое-то время пропала. В 2006 они вновь собрались вместе и отыграли концерт в Мичигане. Это из того, что известно. О группе достаточно мало информации в интернете, поэтому, по сути, больше мне о них сказать нечего.
Тем не менее, они стали одними из первых, кого подписали на Bedazzled, и определенный след в истории лейбла они все же оставили. Ultra Cherry Violet. Группа из Вашингтона, в постоянный состав которой входили гитарист Дэн Маркс и вокалист Дуган Брэдхерст. Оба они изначально играли в панк-группе Friction, у которой даже есть своя, скажем так, историческая страничка на Bandcamp'е. Friction за время своего существования выпустили всего лишь пару-тройку демо-кассет и в самом начале 90-х распались. Первый же релиз именно Ultra Cherry Violet увидел свет в 92 году, и это была self-titled кассета на 5 треков. Барабанил на этой записи Рэнд Блэквелл, тот самый из последнего состава Strange Boutique. Что касается самой музыки, то это прям тяжелый такой, депрессивный и безнадежный шугейз. Я бы даже сказал, что он звучит как-то по-эмовски, что ли. Не суть. Инструменталы тут прямо в лучших традициях жанра сливаются в одну большую стену звука. Вокал Дугана поражает своей современностью, а интро в треке Disinspired поражает своей длиной в 5 минут. Его я, кстати, считаю лучшим на эпишке. Следующим же релизом группы стала 7-дюймовка Remember, вышедшая уже на Bedazzled в 1993 году. Заглавный трек сингла звучит уже гораздо мечтательнее того, что нам предлагала демо-кассета группы, но общее самостоятельное настроение при этом сохранилось. Мне вообще очень нравится, как в их музыке сходятся вот эти два противоположных качества – мечтательность и жесткость. Второй же трек, Anything is Feasible, звучит поспокойнее, но от этого не менее круто. Последним и по совместительству самым примечательным релизом группы стал альбом I Fall to Pieces, вышедший в 1994 году. Наш конец сопровождался грандиозным взрывом. В ту последнюю ночь в клубе Black Cat я был готов покинуть пост барабанщика в группе. Однако после 10-месячного перерыва у нас попросили записать диск. Без всяких репетиций мы пришли на склад в Балтиморе и записали его полностью живьем за один день. Мои руки настолько отвыкли от игры, что покрылись мозолями, которые раскрылись и начали кровоточить к тому времени, как мы записали 5 песен. Хоть мы больше и не играли вместе, я ими все равно горжусь. Жаль, что конкретно этот трек пропал с диска. И да, я так и не бросил барабаны. Такой комментарий под заливом трека Remember на ютубе оставил Дэнни Инграм. Он на тот момент как раз вернулся из Лондона и занял пост барабанщика в группе, хоть и не особо на длительный период времени. Вообще, я до сих пор переслушиваю этот альбом целиком, и в моем персональном топе шугейс альбомов он входит, наверное, в твердую 5. Я считаю, что это прям выдающаяся работа, как по звучанию, так и по настроению. Как уже можно было заметить, Ultra Cherry Violet всегда записывались как бы лайвом, и эта особенность придает их музыке очень прикольный эффект присутствия. Конкретно в этом альбоме это ощущается максимально. В основном из-за качества самой записи. Компакт-диск как-никак. И моменты типа тихо-громко и длинные паузы — это прям отдельный смак альбома. Чего только стоит 10 секунд тишины в Losing My Friends. В альбоме есть как быстрые треки, видимо, сказываются панковские корни ребят, так и не особо быстрые, но во всех них есть какая-то сила и напряжение. И иногда это напряжение заканчивается, уж очень эмоциональной разрядкой.
В общем, рекомендую послушать этот альбом всем тем, кто его еще не слушал, очень добротный. Мне еще нравится его аутро, в котором участники группы просто расходятся, бросают всякие штуки на пол и отключают оборудование. Как итог, Ultra Cherry Violet ушли, наверное, самым депрессивным и жестким коллективом Bedazzled. В их музыке заключено очень много энергии, и меня лично она прям хватает за душу. Curtain Society – группа из округа Вустер, штат Массачусетс. По сей день состоит из вокалиста плюс гитариста Роджера Лавалли, барабанщика Дункана Арсена и бэк-вокалиста плюс басиста Рона Момини. Группа собралась в 1988 году, и изначально в ней был другой барабанщик, Джефф Пол. Это, скажем так, первый этап развития Curtain Society, на котором они исполняли примерно такую музыку. 1989 год. Здесь ребята, еще будучи школьниками, выступают со своим треком Naked на школьном же мероприятии. В этот же период Дункан Арсен стал свидетелем одного из их лайвов и тут же посчитал группу говном. «Это было просто не моим», — объясняет Арсена, добавляя, что он предпочитал джангловый рок вроде R.E.M. грустному атмосферному року The Curtain Society. Цитата из интервью группы журнала Wooster Magazine, 1996 год. Если что, через несколько лет он станет их барабанщиком, но об этом немного позже. На заре своего существования Curtain Society выпустили целый ряд синглов и эпишек на собственном лейбле Apostrophe Records. Увы, из всех этих кассет в интернете я смог найти лишь одну, которая так и называется The Curtain Society. Вышла она в 1991 году. Забегая немного вперед, трек Cradle с этой кассеты спустя несколько лет был перезаписан группой для уже бедаzzlовской компиляции Woke Up Smiling. Там я его услышал впервые, и с тех пор он не покидает меня. Очень эмоциональный и нереально слезоточивый трек. Ну и Searchlights тоже прикольный. В 1993 году группа выпускает сплит-сингл с An April Match. Называется он No Answer. Вообще, эти два коллектива довольно крепко дружили друг с другом, и эта дружба вскоре выльется в почти одновременное их появление на Bedazzled. Но до An April Match в рамках этого видео мы еще дойдем. В этом же году на Bedazzled выходит первый полноценный релиз The Curtain Society, а именно сингл под названием Chelsea. Во-первых, группа здесь звучит гораздо более зрело и сдержанно, если сравнивать с ее старыми записями. Все-таки здесь мы имеем дело уже с полноценным студийным продакшеном. Что касается самой музыки, это очень нежная, но при этом бодрая смесь инди с шугейзом. Вообще у Curtain Society есть какой-то особенный мелодический почерк. Их музыка звучит будто бы до боли знакомой, но при этом обладает своим собственным, фирменным, можно сказать, оттенком тоски. Из двух треков на сингле мне, наверное, больше всего нравится All Over You, ибо в нем то, о чем я говорю, отражено сильнее всего. В 1995 году группа выпустит свой первый полноформатный альбом, но где-то в промежуток между ним и их первым синглом Дункан Арсена все-таки познакомится с Роджером Лавалли лично, и после многолетнего отрицания Curtain Society он присоединится к группе в качестве барабанщика. Как оказалось, взгляды на музыку у этих двух ребят были очень схожими. В мире существует очень много разных музыкальных стилей, однако музыканты, которые по-настоящему любят музыку, зачастую разделяют одни и те же взгляды на нее. Мы очень быстро сдружились, так как еще до того, как мы вникли друг в друга в плане того, что мы играем и как мы звучим, мы знали, что хотим заниматься этим всю оставшуюся жизнь.
Музыка была нашим всем, и это было основой наших взаимоотношений, вспоминает Дункан. Арсена привнес в звучание некую поп-составляющую, и сочетание его подхода со всеми мечтательными штуками, которые мы писали, вылилось в нечто очень лаконичное. Поп-музыка, сохраняющая в себе экспериментальный звук с этериальными текстурами, вспоминает Роджер. Короче, Дункан стал для группы не просто барабанщиком, а ее полноценным участником и, можно сказать, идейным вдохновителем. В 1994-м группа появится с треком Love Ends в компиляции Soon, вышедшей на лейбле Castle von Bühler. И это первый трек группы, записанный с Дунканом. Звучит он, как по мне, круто. Гораздо мягче, чем их первые релизы, в меру попсово и в меру этерильно, как в принципе описывал Роджер в интервью. Именно это звучание группа продолжит развивать в следующем своем релизе, альбоме Inertia, вышедшем на Bedazzled в 1995 году. И этот альбом я считаю лучшим за всю карьеру группы, ибо он несет в себе прям уникальное настроение. Крайне теплые и лиричные треки от начала и до конца. Особенно я бы выделил Holland, You Never и Kiss Her Face. В 1996 году группа выпускает сингл Mouth Without с кавером на The Chameleons на обратной стороне, а чуть позже и свой второй альбом Life is Long Still. Он звучит уже менее вылизанно, чем Inertia, но при этом сохраняет в себе все его эмоциональные качества, хотя местами звучит куда более драматично. Диск очень щедр на длинные инструментальные интерлюдии и затяжные аутро, и в целом как будто бы показывает группу с какой-то другой стороны. Из всех 13 треков я бы особенно выделил крайне стремительный и мелодичный Mouth Without и, наверное, Stealing Shakespeare. О последнем релизе The Curtain Society в рамках лейбла я расскажу в конце видео. После Bedazzled группа выпустила ровно один студийный альбом Every Corner of the Room. Вышел он в 2005 году на вустерском лейбле Orca Fat Records. По звучанию группа здесь скорее отошла от шудейзной этериальной темы, но релиз все еще звучит хорошо. Слышно, что группа все-таки придерживается своей, так сказать, первоначальной сути. После выхода альбома группа и не распадалась, но и толком не выпускала новых релизов, по крайней мере официально. Они продолжили играть лайвы и выступать на различных мероприятиях, и все участники The Curtain Society по сей день живы и здравствуют. Роджер Лавалли до сих пор работает продюсером и почти год назад дал интервью YouTube-каналу Shoegazer 93, в котором можно услышать много всего интересного как касательно группы, так и его самого. Вообще, музыка Curtain Society сопровождала достаточно значимые периоды моей жизни, и из-за этого я испытываю к ней определенные чувства. Наверное, если бы у меня попросили составить некий топ-3 групп с Bedazzled, то занавески бы находились в нем на третьем месте после Сиддала и Strange Boutique.
И, как итог, хотелось бы сказать, что наследие Curtain Society в рамках Bedazzled реально крутое. У них действительно было особенное звучание и своя собственная меланхолия и теплота. До сих пор их периодически слушаю и, в принципе, не жалуюсь. Missile Thrush. Группа из города Бостон, штат Массачусетс. Со Strange Boutique впервые они встретились там же, в ходе совместного выступления. В самый последний состав коллектива входили клавишница плюс вокалистка плюс гитаристка Валери Форджиони, надеюсь, правильно произнес фамилию, барабанщик Тодд Демма, гитарист Скотт Поталана и басист Мэтт Кляйн. Ранее Скотт и Валери играли в группе Funeral Party, по названию которой, в принципе, можно догадаться, какую музыку они исполняли. Их единственный альбом Serpentine представляет собой некую смесь готики, фолка и немножко этериала. И можно сказать, что звучание этого альбома — это некий ранний прототип того, что мы впоследствии услышим у Missile Thrush. Разве что тут уклон больше в сторону готики. Ближе к середине 93-го года из экс-участников Funeral Party, а помимо Скотта и Валери это еще и басист Рубен Лайман, собирается непосредственно Missile Thrush. К ним также присоединяется гитарист Брэд Ригни, и очень скоро на Bedazzled выходит их первая пластинка Beside/Shine Away. Группа встречает нас таким сказочным и раскачистым этериальным звучанием, и, как я уже говорил ранее, звучит это все как идейное развитие Funeral Party. Тут тоже есть некая фолковая составляющая, которая является таким фундаментом атмосферы треков. И сейчас будет, наверное, несколько некорректное сравнение, но мне кажется, что на данном этапе группа звучит как смесь Pale Saints и Cranberries. Ну, в общем, не суть. Следующий релиз группы, а именно эпишка под названием выходит в 1994 году. Здесь Missile Thrush раскрывается с более трагической стороны, и мощный и проницательный вокал Валери здесь прям играет всеми красками. Six Hour Sunday — это мой любимый трек с диска. В 95-м выходит первый полноценный альбом группы, который называется Sealed. И это прям их визитная карточка. Крайне живописная и теплая музыка, которая обличает Missile Thrush со светлой стороны и не воспринимается так драматично, как их предыдущая эпишка. Особенно я бы выделил Flower Ride и Some Poet, нереально трогательные треки. В общем, Sealed неплохо так поднял группу. После его выхода о них даже написали целую страницу в журнале Alternative Press. Ну, сканов я не нашел, так что поверим ребятам на слово. Информация с их же сайта. На этом этапе Missile Thrush покидают Bedazzled и начинают, так сказать, играть по-крупному. Они подписывают контракт с Warner Chappell и в 1997 году выпускают альбом Super Refraction. Вышел он на лейбле Egg и был записан в Нью-Йорке совместно с основателем группы Ultra Vivid Sin Куртом Ральски. Достаточно серьезный чувак родом из золотой эпохи 4AD. Тем не менее, сам альбом по сравнению со всеми предыдущими звучит, как по мне, пресновато. Теперь это в большей степени альтернатива, чем Ethereal, и будто бы с их музыки совсем пропал вот этот вот налет фолковости, который был прям основной отличительной чертой группы.
Но все-таки приятные треки тут есть. Затем группа пропала на целых 5 лет. Все это время ребята пытались расторгнуть контракт с лейблом, безостановочно турили и из-за этого по чуть-чуть распадались. В этот период из Missile Trash ушли гитарист и басист, и их обоих заменил Мэтт Кляйн. В 2002 они выпустили свой последний альбом Drunk With You. Иронично, что он вышел на следующем после Bedazzled лейбле, которым заведовал Роберт Уайт, Static Records. И про этот релиз я ничего особо сказать не могу, кроме того, что здесь группа уже максимально ушла в альтернативу. С тех пор Missile Trash не выпускали новой музыки. В последний раз они собирались в 2011 году и отыграли парочку лайвов, последний из которых, по крайней мере записанных на видео, случился в 2014. А еще у вокалистки Валери не так давно появился свой собственный проект Lavina Falls, который, кстати, звучит достаточно бодро. Ну и как итог скажу, что в рамках своего существования на Bedazzled Missile Trash оставили после себя достаточно много хорошей музыки. И альбом Sealed я, например, до сих пор с удовольствием переслушиваю. An April Match. Группа из Китченера, провинции Онтарио, Канада. В ее постоянный состав входили вокалистка Данелла Хосивар, надеюсь, правильно произнес фамилию, и гитарист Кристофер Перри. Басисты, гитаристы и прочие исты на протяжении их дискографии менялись несколько раз. Группа собралась в 1989 году и изначально называлась The Whittingtons. В ее состав также входили басист Роберт Лампки и барабанщик Джоэл Уолш. Свою первую кассету они выпустили в том же 1989-м. Ребята встречают нас чем-то средним между инди, этериалом и фолком, с перекосом скорее в сторону этериала. Достаточно быстрые и бодрые песни, хоть и немного хмурые. После переезда Данеллы и Криса в Торонто группа переименовывается в An April March и в 1990 году выпускает следующую кассету Memory Gardens. И мне вообще очень нравится эта кассета. По атмосфере она очень похожа на The Whittingtons, но при этом она раскрашена в более готические цвета. Во всех песнях есть энергия и некая попсовость, и при всей их меланхоличности под них хочется мотать головой. В 1991 году An April Match выпускают кассету Scarlet Bliss, и с этого момента у их музыки появляется такой ощутимый шугейзный окрас. На гитаре неожиданно появляется тонна эффектов, и из общей картины в целом пропадает налет какой-то фолковости, ранее характерной для их музыки.
И это 3 просто шикарных трека, которые впоследствии практически без изменений войдут в первый студийный альбом группы. Он вышел в 1993 году на их собственном лейбле Cartwheel Records и называется Impatience. Очень эмоциональный, мелодичный и, я бы даже сказал, осенний альбом. В традициях предыдущих релизов записан он достаточно сыро, но, как по мне, общей атмосфере это только идет на пользу. An April Match здесь удивительно хорошо держит баланс между энергией и мечтательностью, и олицетворением этого является открывающий трек Memory. Но все-таки самым любимым треком с альбома я бы назвал Of Leaves and Sweetness. За всю свою карьеру группа перезапишет его 3 раза, и версия с Impatience меня цепляет больше всего. Спустя год, не без поддержки от The Curtain Society, An April Match появляется на Bedazzled с синглом Lava. Заглавный трек пластинки очень крутой. Группа в нем звучит спокойно и трогательно, уже без той стремительности, если это можно так назвать, агрессии, характерной для их ранних релизов. Ну а обратная сторона представляет собой ремикс на Gates Within Us, который на самом деле ничем особо и не отличается от оригинала с их первого альбома. В 1995-м выходит следующий релиз группы — эпишка Instruments of Lust and Fury, в которую войдет как Lava, так и ряд других не менее красивых треков, таких же мягких и спокойных. В том же году выходит их второй альбом Lessons in Vengeance, и здесь An April Match, можно сказать, наконец находит свой фирменный звук. Вокал, гитары и, что характерно, бас на первом плане, а острые скомпрессированные барабаны на втором. Очень такое теплое и плотное звучание, будто бы все треки окутаны туманом. В этом альбоме очень необычная мелодика и куча всяких прикольных аранжировочных и композиторских решений. Он звучит одновременно легко и воздушно, но при этом как-то нагруженно и грустно. Персонально я бы выделил треки You've Been Had, Dossier и I Keep Your Voice Close to Me. А так, супер офигенный альбом как по звучанию, так и по содержанию. В 1996 году ограниченным тиражом выходит следующий релиз группы — эпишка Adagio. Звук в ней в основном за счет перегруженных гитар стал более альтернативным, а в некоторых треках как отдельные дорожки, так и вовсе целые инструменталы стали электронными, как, например, уже в третьей по счету версии Of Leaves and Sweetness. А в целом достаточно темный по настроению релиз, но от этого не менее красивый. Последний полноформатный альбом группы вышел в 1997 году. Называется он It Goes Without Saying.
За обложкой из 3 осенних листьев скрывается достаточно солнечная и светлая музыка, если не считать тех треков, которые уже были в Adagio. По звучанию альбом продолжает традиции предыдущей эпишки. Тоже есть примеси электронщины и в целом чувствуется та же самая атмосфера. И хоть этот диск среди всех выпущенных группой нравится мне в меньшей степени, его все равно очень приятно слушать. О самом последнем же релизе группы я расскажу в конце видео. На самом деле очень жаль, что группа, считай, вообще не давала никаких интервью и всякого такого. Очень интересно было бы почитать. Разве что в интернете есть достаточно короткий и забавный диалог Кристофера Перри с журналом QRD. А вы знали, что в России тоже есть группа, которая называется April Match? И на самых первых сделанных нами футболках были напечатаны слова одной из наших песен, переведенных на русский. Как вам такое? Пару лет назад российские April Match прислали нам свой компакт-диск по почте, без всяких сопроводительных записок и всякого такого. Мы до сих пор не знаем назначения этой посылки, и мы продолжаем запирать наши двери на ночь. В 1999 году группа отыграла свой последний концерт и распалась. Не так давно мы с Данеллой обсуждали ее решение распустить на April Match, группу, которая на протяжении 10 лет определяла ее как артиста и, хоть и в меньшей степени, как личность. Данеллу и April Match связывало очень много вещей. Мы говорили с ней о том, как тяжело ей было принять это решение и как она почувствовала себя свободной двигаться дальше, к большим и лучшим вещам, как только оно было принято, рассказывает Роберт Уайт на сайте Bedazzled. После распада April Match Данелла и Крис создали проект Red Hot Red, и найти хотя бы одну их запись в интернете я не смог вообще. Единственное упоминание о его существовании находится в профиле Данеллы на сайте sonicbeats.com, и его звучание там описывается как смесь электронных битов, виолончели, безладовой бас-гитары и синтезаторов. В принципе, уже чем-то напоминает ранних April Match. В 2006 году Данелла и Крис расстаются, и их творческие пути разделяются. Через год Данелла записала целый релиз совместно с The Curtain Society. Называется он Hearts Will Be Broken Here, и, к сожалению, он так и остался демкой на MySpace. А в связи с известными событиями, которые уже давным-давно произошли с MySpace, уцелело из него лишь 2 трека – Stubborn Taurus и Junkie. Оба они были перезалиты на вышеупомянутый Sonic Beats и звучат достаточно обычно, но приятно. И, наверное, последнее музыкальное появление Данеллы где-либо в принципе произошло в 2008 году, вот на этом вот релизе немецкого электронщика Data Frag. Здесь она поет под достаточно смешным псевдонимом Данелла Трон. Музыка соответствующая. Ну а что касается Криса Перри, он до сих пор работает звукорежиссером и продюсером. До какого-то момента он даже вел Инстаграм, и там было достаточно много забавных постов. И, наверное, на этом все. April Match — это прям одна из визитных карточек Bedazzled. Это реально самобытный этериал со своей собственной мелодикой и атмосферой, и я очень ценю как их ранние релизы, так и более поздние бедаzzловские. Крайне рекомендую к прослушиванию. Under Flowers. Группа из Питтсбурга, штат Пенсильвания. Состояла она из гитариста Дэйва Уоллиса, вокалистов Джея Орози и Мии Челси и скрипачки Тани Ковалькович.
В 1994 году они выпустили демо-кассету, оцифровок которой в интернете нет. Тем не менее, трек Sound to the Sun оттуда впоследствии появится на Bedazzled в составе компиляции Woke Up Smiling. Первый и единственный self-titled альбом группы вышел в том же 1994 году. Состоит он из сугубо акустических меланхоличных запилов, которые по атмосфере и по звучанию напоминают мне британцев Sheila and Orphan. Ну, разве что инструментов у них было побольше. А так, вполне себе приятный альбом. По ряду причин мне из него больше всего нравится трек For Luna. И на этом творческий путь группы в принципе закончился. Участники разбрелись по другим локальным коллективам, и под именем Under Flowers более ничего не выходило. А жаль. Difference Engine. Группа из города Провиденс, штат Род-Айленд. В постоянный состав группы входили Майкл Коркоран, Обри Андерсон и Маргарет Винг. Один наш друг предложил назвать нашу группу в честь книги Брюса Стерлинга и Уильяма Гибсона, и мы незамедлительно взяли его, так как оно олицетворяло наш звук – смесь человека и машины, рассказывает Маргарет журналу Wired. Собственно, главной фишкой группы было наличие у них сэмплера Emu Emax. Фишкой это назвать трудно, учитывая, что он тогда был у всех, но тем не менее он у них был, и они активно применяли его в написании песен. По крайней мере, до какого-то момента. Первая демо-кассета группы 7HZ01 вышла в 1991 году, и в интернете ее, к сожалению, нет. Через год выходит их первый 7-дюймовый сингл, причем на их собственном лейбле Swirling Worlds. Называется он And Never Pull. Группа встречает нас с нежным и мелодичным шугейзом с лоу-файными электронными инструменталами. Очень приятная и мечтательная музыка. Следующий их сингл Five Listens вышел как на Swirling Worlds, так и на английском лейбле Ladida Productions, и эти два издания сильно отличаются друг от друга, даже несмотря на то, что делят между собой одно и то же название. На экспорт группа отправила более прогрессивную версию трека Five Listens, которая впоследствии войдет в их первый альбом, а также довольно стрёмный ремикс на него. На версии же, так сказать, для внутреннего рынка Difference Engine звучат уже гораздо привычнее. В 1994 году на все том же самом лейбле Ladida выходит их первый полноценный альбом, который принес группе все ее, пускай и небольшую, но все же известность. Называется он Breadmaker. Здесь Difference Engine звучат уже совсем по-другому, ибо ранее выпущенный сэмплинг отошел куда-то на второй план. Ну и барабаны здесь играют не электронные, а вполне себе настоящие. Но при этом в их музыке появляется столько энергии, гиперактивности и в хорошем смысле попсовости, что, впрочем, забываешь о том, как они звучали до этого. Реально выдающийся релиз с невероятной концентрацией эмоций на квадратный сантиметр диска.
Впрочем, уже через год Difference Engine как будто бы успокоились. В 95-м у них вышел сплит-сингл с еще одной локальной группой из Providence – The Non-Pareils. Здесь ребята звучат гораздо спокойнее и грустнее, а электронная составляющая вообще пропала из их звучания. И спустя 2 года группа наконец появляется на Bedazzled с альбомом Kalidat. Звучит она здесь уже в гораздо большей степени индёво, чем шугейзно, и все так же максимально спокойно и непринужденно. И несмотря на то, что этот релиз цепляет меня не так сильно, как Breadmaker, он все равно мне нравится. Есть в нем какой-то прикол. После выпуска Kalidat группа распалась, и ее участники разошлись по другим коллективам. В 2009-м они сделали ремастеринг Breadmaker, а в 2015-м лейбл Saint Marie Records переиздал его на физических носителях. В 2023-м группа неожиданно выпустила альбом, который должен был выйти в промежутке между Breadmaker и Kalidat. Называется он Flex Lavender. И его звучание действительно можно описать как нечто среднее между этими двумя альбомами. Уже спокойное, но все еще под надзором сэмплера Emo. И на этом, наверное, все. Да, присутствие группы именно на Bedazzled было совсем уж кратковременным, но, тем не менее, ее дискография в целом реально крутая. Очень рекомендую ознакомиться с ней всем тем, кто этого еще по каким-то причинам не сделал. Следующие 2 группы я бы хотел рассмотреть вместе, ибо их появление на лейбле, по сути, является плодом достаточно непродолжительного, но все же сотрудничества Bedazzled с английским инди-лейблом Sorted. Речь идет о группах Freed Unit и John Sims. Последние, кстати, как раз и были владельцами Sorted. Начну, пожалуй, с The Freed Unit. Это группа из города Лестер, состоявшая из Гарри Гилкриста и братьев Джонатана и Мэтта Керри. Их первый альбом, Field Reports from Out There, вышел в 1996 году на Sorted, а затем в 1997 на Bedazzled. Между собой эти 2 издания отличаются лишь оформлением. Ну, а что касается самой музыки, это достаточно психоделичная смесь инди, спейс-рока и электроники. Вообще звучит это все достаточно уютно, но я бы не сказал, что я смог бы слушать такое на постоянку. После этого Freed Unit засветились на одной из компиляций Bedazzled, и в принципе все. Группа просуществовала где-то до середины 2000-х, успев выпустить ряд релизов на разных лейблах. Звучат они, плюс-минус так же, как и их первый альбом. Теперь о John Sims. В ее состав входили клавишник доктор Нил Браун, вокалистка Джули Фейргриф, гитарист Джонни Файрбрэнд, а на басу стоял Гарри Гилкрист из Freed Unit. Их первый и последний альбом Palamina вышел в 1997-м, одновременно и на Sorted, и на Bedazzled. И этот альбом мне уже нравится гораздо больше, чем Field Reports, начиная от оформления и заканчивая самой музыкой. Достаточно простые, но при этом няшные лоу-файные инструменталы с сэмплами радио и будто бы игрушечными синтезаторами вместе с вокалом Джули создают определенную атмосферу. Музыка ощущается будто бы физически маленькой.
Ну, короче, на любителя, но все равно рекомендую. Группа также появлялась на парочке синглов и сборников, но так же, как и Freed Unit, к середине 2000-х просто пропала. И, наверное, это все, что я могу рассказать о таком вот периоде сотрудничества Bedazzled с Великобританией. Не сказал бы, что мне супер нравятся эти два альбома, но тем не менее. Hello. По сути, это дуэт мужа и жены, Райана и Ребекки Коузбум. Оба они из Сан-Франциско и изначально называли себя Anymore. Под этим именем они существовали с 96 года по 97 и за это время успели независимо выпустить 2 компакт-диска. Первым из них стал Thistle Star EP. Это довольно приятная эпишка, но все-таки она страдает от безличия. Довольно стандартный такой этериал середины 90-х с соответствующим оформлением и музыкой. Вокал Ребекки здесь, кстати, чем-то напоминает вокал Валери из Missile Trash. Но в целом звучит все неплохо. Больше всего отсюда мне нравится трек Twank. В 1997 году выходит следующий диск группы, который называется «Умани». Он звучит уже гораздо интереснее первого. Песни Anymore здесь будто бы обзаводятся своим характером, и, что самое главное, помимо этериала, группа начинает сочинять еще и трип-хоп. Чего только стоит Heroin, нереально красивый и, наверное, лучший трек на альбоме. А так, в целом, это очень нежный и мелодичный релиз, от которого прямо-таки веет теплом. Лично меня он прям цепляет. В 1998 группа переименовывается в Hello и выпускает свой первый альбом под этим именем на Bedazzled. Называется он We Only Love You. Новая инкарнация группы звучит гораздо темнее и уже в гораздо большей степени электронно, чем как-либо еще. Не могу сказать, что среди сотен жанрово схожих релизов We Only Love You как-то особенно выделяется, но тем не менее звучит это все вполне прикольно. Помимо трип-хопа в нем также есть и IDM-драм-н-бейсовые вкрапления, хоть и местами неумелые, но все-таки довольно веселые. Если подытожить, мне этот альбом тоже нравится. Да, его достаточно необычно видеть на Bedazzled, учитывая, что лейбл всегда занимался музыкой несколько иного плана. Но все-таки на дворе стоял уже 1998 год, почему бы и нет. О последнем релизе группы на лейбле я расскажу в конце видео.
После Bedazzled группа продолжила свою деятельность и продолжает ее по сей день. Последний ее альбом, например, вышел в прошлом году. Не буду подробно вдаваться в каждый из этих релизов, но все же отмечу, что звучание группы теперь больше близко к альтернативе, чем к этериалу. Ну и трип-хоп и прочие сугубо электрические развлечения Hollow тоже не забросили. В этом плане у ребят достаточно разножанровая дискография, и на своем творческом пути они даже успели фитануть с Робином Гаттери, что весьма почетно. В общем, желаю Райану и Ребекке дальнейших творческих успехов. Реально долгоживущий проект и вполне достойная музыка. Тем не менее, Hollow стали последней группой, подписанной на Bedazzled. За время своего существования Bedazzled издали 4 сборника, ну или компиляции, кому как удобно. Отдельно я их рассматриваю чисто по той причине, что их можно считать прям законченными полноценными произведениями, в которые души было вложено не меньше, чем отдельными группами в свои полноценные релизы. А еще в них можно было найти, так сказать, эксклюзивные треки некоторых коллективов лейбла, которые за пределами этих компиляций попросту нигде не появлялись. Первым из таких дисков стал Kindred Spirits, изданный в 1994 году. Крайне уютный сборник, в котором можно найти треки как тогдашних резидентов лейбла, так и приглашенных артистов из плюс-минус смежной оперы. Например, тут отметились сугубо готические готы This Ascension и Switchblade Symphony. Их дискографии, к слову, тоже стоят отдельного внимания, и This Ascension, например, я до сих пор обожаю. Короче, не суть. Отдельно из всех треков я бы выделил Whispers от Missile Trash и Adrenaline от The Curtain Society. В большей степени, конечно, Whispers, потому что это мой самый любимый трек у Missile Trash, очень долго разгоняющийся, темный и холодный. А так, в целом, крайне достойный сборник. Затем в 1995 году выходит диск Woke Up Smiling с довольно нестандартной полиграфией, с таким типа вкладышем из белого пергамента поверх обложки. Не суть. Среди всех бедаzzlовских компиляций это моя самая любимая. За исключением парочки треков она звучит максимально цельно, и даже ее название Woke Up Smiling резонирует с самой музыкой. Во время прослушивания ощущаешь себя будто бы в полусне после пробуждения. Все очень мелодичное, невесомое и будто бы спустившееся с небес. Мне кажется, что именно этот диск максимально раскрывает такое понятие, как фирменный звук Bedazzled. Здесь есть и убаюкивающая Glendale мелодия от Сиддл, трагический крейдл от The Curtain Society, очень бодрый She is a Flower от Missile Trash, Sense of Skin от Where I Wake Warm. Короче, большая часть треков с этого диска запала мне в душу после первого же прослушивания. Перечислять и описывать их можно долго, рекомендую просто послушать.
В 1997-м выходит лимитированный сборник Christmas 97, который состоит из каверов тогдашних артистов лейбла на традиционные рождественские песни. Между треками еще периодически вклиниваются отрывки из фильма «Рождественская история» Боба Кларка. Only one thing in the world could have dragged me away from the soft glow of electric sex gleaming in the window. Да, этот диск уже в гораздо большей степени рафляный, чем серьезный. Чего только стоит трек, который для него записали на April Match. В 1999 году Bedazzled издает свой последний сборник 1999 Bedazzled Sampler CD. Из него я бы сразу выделил сиддловский Midnight Red Life, один из их самых трогательных треков. Ну а в целом сборник отлично справляется со своей задачей, то есть показывает состояние лейбла на 1999 год. Он звучит уже не так цельно, как, например, Woke Up Smiling, но хорошей музыки тут тоже хоть отбавляй. Я не просто так откладывал последние релизы ряда групп, о которых я рассказывал ранее, в самый конец. Все эти релизы, по сути, являлись частью одной инициативы лейбла, которая по итогу стала последней его инициативой в принципе. Речь идет о Bedazzled Singles Club. По сути, это была подписка. Абонент получал 4 сингла в год прямо в почтовый ящик всего за $25. И нигде за пределами этой подписки получить эти диски возможно не было. Первым диском из коллекции стал сингл на April Match под названием Something Once True is Always True. По совместительству этот диск стал последним релизом группы в принципе. Внутри можно было найти кавер на Wicked Game Криса Айзека, достаточно неплохой, кстати, лайвовый кавер на The Curtain Society и парочку треков оригинального производства группы. Звучит это все спокойно и в самых лучших традициях их альбома It Goes Without Saying. Второй диск — последний релиз Сиддл, который называется The Old Songs from This Old Town. Здесь мы можем наблюдать пик звучания группы. Продакшн стал более зрелым, а сами песни более трогательными. В заглавном треке диска Элейн, например, вспоминает о городке, в котором она выросла. Темы остальных треков тоже идут по такой любовно-ностальгической линии, и это все звучит нереально круто. И разве что трек Yellow Green Red выбивается из общей картины. Он представляет собой достаточно странный электронный ремикс на колыбельную Брамса.
Тем не менее, в очередной раз позволю себе здесь высказать сожаление касательно того, что группа больше ничего не выпускала в принципе. Третий диск — это небольшой и удивительно минималистично оформленный сборник от Hollow, который называется Sans souci. По сути, он состоит из альтернативных версий и ремиксов на треки из их альбома We Only Love You. Также здесь есть парочка каверов на Cocteau Twins The Low и 3 трека из их альбома Umani. А еще этот диск был дважды переиздан группой уже после Bedazzled. Четвертым диском в серии и по совместительству самым последним на лейбле стал Volume Tone Tempo от The Curtain Society. Все 4 трека отсюда впоследствии вошли в их альбомы в Corner of the Room, и по сути эта эпишка стала свидетельством перехода группы к новому, скажем так, звуку, гораздо более индиовому и чистому. Из всех треков отсюда мне больше всего понравился Motorcycle Baby. Ну и вскоре после выхода этого диска лейбл прекратит свое существование. Тридцать 31 декабря 2000 года лейбл Bedazzled закрывается, а 17 января 2001 на их сайте появляется пост The Final Update. По сути, прощальное письмо Стивена Уиллета и Роберта Уайта. Наверное, Bedazzled определял нас как людей на протяжении долгих лет, однако мы выросли, и теперь Bedazzled принадлежит к совершенно другой эпохе каждой из наших жизней. Мы приняли это решение не потому, что хотим, чтобы лейбл хорошо запомнился в памяти людей, по крайней мере, мы надеемся на это. Не из-за личных разногласий, не из-за финансовых бедствий, хотя нас от них всегда разделял один шаг, и не из-за недостатка талантливых артистов. То, чего Стив намеревался достичь более 10 лет назад, та миссия, к которой я с радостью присоединился спустя несколько лет, была давно реализована. На самом деле, как писал Стив, Bedazzled продвинулся намного дольше, чем каждый из нас когда-либо мечтал. Мы не стали богатыми, но это и не было нашей первостепенной целью. Мы просто хотели выпускать музыку, которую мы любили, и полагали, что среди вас будет достаточно людей с хорошим вкусом, способных разделить наше видение. Пишет Роберт Уайт. Было очень много людей, которые на протяжении многих лет помогали Bedazzled случиться, и, к сожалению, здесь нет настолько много места для того, чтобы упомянуть их всех. Поэтому я просто скажу спасибо всем, кто когда-либо покупал, продавал или слушал записи лейбла. Покупал билеты на концерты, давал переночевать нашим группам на полах в гостиных и пытался любым другим способом рассказать о нас. Таким образом, вы заработали немного бедазловской кармы и стали частью семьи Bedazzled. Перед тем, как я попрощаюсь, я бы хотел также поблагодарить все группы, которые доверяли нам свой драгоценный звук. Многие из этих людей стали нашими хорошими друзьями за все эти годы, и я даже поженился на той красотке, которая танцевала на сцене на концерте Сиддл. Неплохой такой профит, пишет Стив Уиллет. Лейбл просуществовал 11 лет.
Вскоре после закрытия Bedazzled Роберт Уайт открыл другой лейбл – Ecstatic Records, но просуществовал он относительно недолго, примерно до 2004 года. По сути, концепция у него была той же самой, но уклона в Ethereal уже не было. За время своего существования лейбл выпустил лишь парочку дисков Missile Trash, и точно так же, как и Bedazzled, Ecstatic Records предоставляли услугу подписки на синглы. Возможно, были какие-то еще релизы, но интернет о них ничего не знает. Ну а что касается Стива Уиллета и Strange Boutique в целом, где-то в 2019 году они воссоединились и отыграли парочку лайвов. В 2021 они выпустили альбом Jetstream, а самый последний их релиз — это сингл Nightbirds. Вышел он в прошлом году. Группа до сих пор ведет активную деятельность в интернете и даже переиздала весь свой бэк-каталог на CD, а альбом The Loved One даже на виниле. Их нынешнее творчество уже несколько отличается от раннего, но оно точно так же достойно внимания. Все-таки слышно, что основную суть группа не потеряла. На этом моменте я бы хотел поблагодарить Стива Уиллета, который уже почти год назад вышел со мной на связь и ответил на все интересующие меня вопросы касательно лейбла. Его ответное письмо в конечном итоге и заставило меня сделать это видео. И, наверное, это все.